В данном примере рассмотрена задача управления спином электрона внешними магнитными полями. Вообще говоря, когда речь идет о понятии спин, то у нас есть частицы, которые обладают спином и которые спином не обладают. Ну вот есть частицы, эти частицы характеризуются проекцией спина на некоторое выделенное направление. Но для наиболее интересного случая, который имеет отношение к данной задаче, мы будем говорить про электрон, то у электрона спин принимает проекцию на выделенное направление плюс или минус h пополам, где h – это постоянная планка, и такой же спин у протонов, нейтронов, у мионов и так далее. Есть частицы, которые обладают спином равным единице, говорят спин единицы, имея в виду, что проекция спина может принимать значение направления порядка 0 или плюс-минус h. И проекция со спином 3 вторых, единица постоянной планки, говорят спин 3 вторых, и частица со спином 2. Раз речь идет о необходимости описания электрона, находящегося во внешнем поле, с учетом спина, то требуется провести обобщение уравнения Шрёдингера, которое называется уравнением Паули. Формально это уравнение выглядит вот следующим образом, так же, как и уравнение Шрёдингера. Единственное, что оператор, который здесь у нас появился, это есть матрица теперь будет. Обозначения вот эти вот, которые тут приведены индексами Паули, вообще говоря, не обязательно, можно это все опустить, имея в виду, что этот оператор будет включать спин. Для того, чтобы включить спин, нужно вспомнить, что энергия взаимодействия магнитного спинного момента с внешним полем определяется скалярным произведением магнитного момента на вектор индукции магнитного поля, а учитывая связь магнитного момента спинового со спином, вот окончательное выражение для учета в операторе Гамильтона-Паули наличия спина, это вот слагаемое. Ну, магнитное поле еще нужно ввести, можно следующим образом, ввести обобщенный оператор импульса, это уже не принципиально, а вот это слагаемое, которое показывает, что теперь это что этот оператор становится матрицей, это вот принципиально важно. При этом вот эта функция теперь у нас является функцией, зависящей от двух функций, в силу того, что вот эта матрица, следовательно, оператор Гамильтона, Паули тоже матрица, то решение, безусловно, есть вектор. В частном случае, если оператор Гамильтона-Паули не зависит от времени, то, конечно, решение представляется в виде столбца функции, зависящей от координат системы, и вот этот вот стационарный множитель, который очевидным образом возникает при наличии разделения переменных вот в таком уравнении, когда оператор Гамильтона-Пауля не зависит от времени. А сама функция, которая является функцией от координат, в данном случае является уравнением на определение спектра оператора Гамильтона-Пауля. Значит, теперь вот это вот явление, которое называется спиновый резонанс, это явление, которым сейчас будет рассмотрено поведение спина, находящегося в скрещенных полях. Допустим, есть некоторое выделенное постоянное магнитное поле, направим его по оси Z, и есть еще переменное магнитное поле, вектор индукции которого расположен в плоскости XY, вот в соответствии с этим рисунком, который тут представлен. И задача состоит в том, чтобы описать поведение спина вот в этих скрещенных полях. Описание поведения основывается, конечно, на решении уравнения Паули. В координатном представлении оператор Гамильтона-Паули такой системы совпадает с потенциальной энергией взаимодействия, конечно, спинного магнитного момента с внешним полем. Ну, вот то, как и было на предыдущем картинке показано. Ну, если теперь учесть связь магнитного спинного момента со спином, то можно представить оператор Гамильтона-Паули в виде вот такой матрицы размерности 2 на 2, где вот этот параметр μ0 называется, он формируется из постоянных фундаментальных констант и называется магнитоном Бора. Значит, итак, задача, которую необходимо решить для этого примера, ну вот нужно найти решение уравнения Паули при
вот с таким оператором Гамильтона. Ну, таким образом, уравнение Паули, если все сюда подставить, что у нас вектор индукции состоит из двух компонент, вектора индукции поля B', который лежит в плоскости x, y, и поля постоянного, которое направлено по оси z, то, конечно, само уравнение Паули будет выглядеть следующим образом, где функция, являющаяся решением этого уравнения, состоит из двух функций, из компонент, и образует двухкомпонентный вектор, который зависит от времени в общем случае. Ну, а учитывая вот эту вот структуру векторную, можно переписать эту функцию вот в таких обозначениях с учетом того, что нам известно, что альфа и бета мы можем рассматривать как представление базисных состояний спина из его возможных вариантов. Теперь, если для сокращения обозначения ввести вот такие параметры, связанные с внешним полем и с постоянным внешним полем и переменным внешним полем, то система уравнений для определения вот этих вот функций u и v возникает следующим образом, где вот u с точкой и v с точкой – это производная по времени от функции. Ну и выражая общее уравнение вот в виде этой системы уравнений, мы можем искать решение соответствующего уравнения. Значит, вот надо найти решение вот этого уравнения. Ну, как сделать можно? Во-первых, из второго уравнения, например, выразить функцию u через v. Значит, очевидно, что эта функция u в этом случае будет иметь следующий вид. В свою очередь, видно из первого уравнения, что если мы сюда подставим функцию u и ее производную, то получится уравнение, которое будет содержать только функцию v. Ну вот здесь указано, что вот сюда подставлено само значение функции u, а вот сюда подставлена производная, которую, конечно, легко сосчитать от предыдущей вот этой вот формулы. И окончательно возникает уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами для определения функции v, которая имеет вот такой вид. Ну, это элементарное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами, решение которое находится путем определения характеристического уравнения. И вот эти два корня определяются вот теми параметрами, которые возникли при написании соответствующего уравнения. Таким образом, общее решение для функции v будет иметь такой вид, где a и b произвольные константы. Если мы рассмотрим условие, что в начальный момент времени у нас спин находился в состоянии с проекцией спина, как мы говорим, спин вверх, то функция v в момент времени 0 должна быть равна нулю. Таким образом, эти вот константы a и b непроизвольные, они вот удовлетворяют этому соотношению. Или, следовательно, функция v имеет такой вот вид, пока без определения вот этой вот константы. С другой стороны, теперь, зная функцию v, можно на основании предыдущих соотношений определить функцию u, и решение, которое здесь возникнет для этой функции u, будет иметь вот такой вид. Дальше, с учетом того, что мы выделим вот это вот условие, что в начальный момент времени спин находился в состоянии спин вверх, это вот одно и то же, конечно, условие, так, в начальный момент времени, то отсюда однозначно вытекает, что это нормировочная константа, или константа А, которая здесь вот оказалась, она равна омега штрих на 2 омега большое. Вот окончательно для функций u и v, значит, находятся вот эти вот решения. Вот эти две функции определяют окончательное решение. Физический смысл вот этих вот функций u и v, конечно, состоит в том, что квадрат модуля, например, u квадрат, определяет вероятность состояния спина вверх. Ну, как буквой альфа мы обозначали, или вот этим значком дираковским. А квадрат модуля, соответственно, v квадрат определяет вероятность состояния спин вниз. Ну и как следует вот из этих представленных решений, сумма данных вероятностей, конечно, в любой момент времени равняется единице. Таким образом, например, можно сказать, что вероятность изменения состояния спин вверх с течением времени осциллирует, но и определяется квадратом модуля функции u. Ну а для
состояние спин вниз, вероятность измерения этого состояния спин вниз есть вот это вот выражение. Квадрат модуля функции v. Например, если усреднить за период, то вероятность в этом случае будет определяться вот такой вот общей формулой, в которой необходимо сейчас, по крайней мере, обратить вот на этот знаменатель, который здесь есть. Вот в частном случае, если поставленное постоянное магнитное поле таково, что вот этот параметр омега-0 равняется омега пополам, омега – это внешняя частота, а вот b0 – это параметр, который характеризует постоянное магнитное поле фактически, так, то тогда в этом случае вероятность окажется максимальной, независимо от вращающегося поля. Вот такое поле и называется резонансным. А явление переворачивания спина, спин-флип. Ну вот явление переворачивания видно из этого рисунка, который тут представлен. На нем представлены графики функций u квадрат и v квадрат по модулю, как функции времени в частном случае, вот в этом частном случае, что означает, что вот это омега большое совпадает с частотой вот этого переменного поля, который лежит в плоскости xy. Из рисунка также видно, что в соответствующие моменты времени спины находятся либо в чистом состоянии спин вверх, либо в чистом состоянии спин вниз. Ну вот по этой оси у нас указано время, ясно, что в момент времени 0 состояние было спин вверх, и потом на основании вот этих вот общих формул, которые мы видим, вот эта вот вероятность, она вот так вот меняется, доходя до состояния, когда возникает чистое состояние спин вниз. Вот сначала спин вниз был 0. Значит, происходит вот это вот переворачивание. Ну вот интересно, что, например, в некоторых точках, когда вероятность равняется единице, возникает, вообще говоря, суперпозиция состояний спин вверх и спин вниз. Вот во всех вот те моменты, когда происходит пересечение вот этих вот линий, это возникает чистая суперпозиция, равновероятная суперпозиция спин вверх, спин вниз. Ну вот то, что обозначается вот таким вот образом. Ну то есть формально можно, выключая в какой-то момент времени вот это эти магнитные поля, то мы можем получить конкретное состояние спина, вот, ну вот, например, в равной суперпозиции, или в состоянии спин вверх, или в состоянии спин вниз. Вот этим вот способом мы можем фактически регулировать. И вот это явление позволяет управлять спином. Но представленные формулы дают, в общем, ясное описание поведения спина электронов в скрещенных магнитных полях и могут быть использованы для описания модели управления состояниями спина. Спин является одним из физических объектов для реализации кубита. А описание кубита на основе спина электрона является, в общем, простым примером для пояснения моделей квантовых информационных систем.